Анастасия Александровна, здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы уделили нам время, что нашли это время. Меня зовут Мария, я представляю фонд «Радуга» на Кипре. Я являюсь волонтером этого фонда. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Представьтесь. М, Меня зовут Анастасия Александровна, я врач детский онколог. Работаю в Нижневартовской окружной клинической детской больнице уже четвертый год. Мгм. Спасибо большое. Анастасия Александровна, вот мы знаем историю Лизы, какой путь ей непростой пришлось пройти. Могли бы немного рассказать о ее диагнозе? Да, конечно, у Лизы диагноз саркома Юинга. Это злокачественная опухоль, при которой обычно поражаются кости. Наиболее часто поражаются трубчатые кости, как в случае Лизы. Также возможно поражение костей таза, позвонков, ребер. Ам, Пациенты наиболее часто при данном заболевании пациентами являются наиболее часто это дети подросткового возраста, чуть чаще болеют мальчики, нежели девочки. Основным симптомом является это боль в области пораженной кости, либо припухлость. Также у пациентов отмечаются жалобы на слабость, вялость, снижение аппетита, потеря веса, повышение температуры. А, Зачастую саркома Юинга довольно часто поздно диагностируется ввиду того, что родители связывают жалобы ребенка на болезненность и припухлость конечности, ну, это в основном, с какой-либо травмой, либо воспалительным процессом, и довольно поздно обращаются уже к детским онкологам. Мгм. Поняла. Вот скажите, пожалуйста, а через какие испытания приходится проходить таким детям? Вот вы видите неоднократно такие случаи. Что они чувствуют, как они проходят эти испытания вместе с родителями? Мне очень тяжело, когда первоначально узнаю диагноз. Это, конечно, шок не только для ребенка, но и для всей семьи, потому что когда заболевает ребенок, это заболевает вся семья. Это в первую очередь то, что со стороны врача, это честность. Вот то, что мы родителям, даже особенно детям подросткового возраста, они чувствуют, когда им не соврешь, они как маленькие взрослые. А Самая главная, наверное, цель врача — это найти ту ниточку и мостик, что доверие у подростка, тогда и подросток начнет доверять. Как показывает практика, подросткам лучше не замалчивать их диагнозы, говорить напрямую. Они любят открытость, любят, когда с ним разговаривают как со взрослыми. А каковы были прогнозы по этому диагнозу изначально? Прогнозы, если касаемо общемировой статистики, пациенты с локализованной формой саркомы Юинга, выживаемость составляет около 70%. Если уже метастатические формы, эта выживаемость сокращается до 30%, но в любом случае прогноз зависит от локализации опухоли и ответа на химиотерапию. Мгм. А вот насколько был неожиданным результат после того, как они вернулись с Кипра? Это Да. был шок для нас, честно говоря. Я просто помню, в каком состоянии депрессивном, вот этом лечении, стены больничные давят. Лиза приехала, была до Кипра, и потом, когда вот эти радостные глаза, и мы еще результаты контрольного обследования нас порадовали, что метастазы у нас ушли, и девочка в стабильном состоянии. Мгм. То есть вы испытали тоже шок, да, как и сама мама Маша. Мгм. А вы как врач вообще верите в чудеса? Насколько это бывает часто в медицине, в практике вашей? Ну, в практике врача детского онколога каждый день, каждый пациент, какое-то их достижение — это уже чудо для нас. Ну, и история Лизы подтверждает, является подтверждением, что чудеса случаются. Мгм, мгм. То есть это все-таки вот такие случаи, как с Лизой, это редкость? Это выходит за рамки обычной, привычной для вас жизни? Ну, у пациентов с данным диагнозом, как у Лизы, да, это редкость, к сожалению. Мгм, мгм. А бывает ли вот у вас, у врачей, так, профессиональная интуиция, когда все прогнозы показывают о том, что ну, не ожидать ничего хорошего, но при этом есть четкое понимание, что человек справится, сможет Да, побороться. да, я поняла вопрос. Да, в случае Лизы это человечек-борец. Она изначально даже, когда только заболела, пришла к нам в отделение, тут просто издалека было слышно, как она бежит, борется.
Есть дети, которые сразу видно, что они борцы, несмотря на все анализы, что бы ни говорили мы. Порой они нас учат справляться и верить в чудеса. Да. Как вы считаете, насколько важны поездки такие, как вот на Кипр, благодаря благотворительному фонду «Радуга на Кипре», насколько они важны для детей с различными заболеваниями и для их родителей? Я думаю, они оказывают очень большую такую психоэмоциональную поддержку для родителей, когда не в больничных стенах, а ребенок находится уже как обычный ребенок, свободно играет, так же, как обычные дети. Больше психоэмоциональная поддержка огромную оказывает. И пациент, который вот после поездки на Кипр, они более заряжены на борьбу, на то, что жизнь продолжается, жить, развиваться, веселиться, как обычные дети. Мгм. А что вы чувствуете, когда видите вот такую улыбающуюся, жизнерадостную девочку, которая прошла немало трудностей, у которой было сложное заболевание, да? Что вы как врач, как просто человек чувствуете? Радость и гордость за нее, что она смогла все-таки пройти и еще проходит такой тяжелый путь. Мгм. Ну и, наверное, последний вопрос. Что бы вы могли посоветовать или просто сказать родителям? Несмотря на то, что такой диагноз сложный, а, хочется верить, что все-таки медицина будет дальше развиваться и появятся новые методы, лекарства, и все-таки мы найдем способ, чтобы диагностировали на ранних этапах, чтобы проводилась профилактика, чтобы родители не затягивали и все-таки обращали внимание на жалобы своих детей. Тогда уже мы все вместе сможем справиться с этой болезнью и победить ее. Мне хочется пожелать родителям, дети которых столкнулись с данным заболеванием, чтобы они, несмотря на каждодневную борьбу с данной болезнью, находили позитивные моменты каждый день и радовались каждой минуте, которую они проводят со своим ребенком. Спасибо вам большое за то, что уделили время. Спасибо, Анастасия Александровна.